Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о переедании от скуки. И кажется, все знают про переедание от скуки. Ну, если ты скучаешь и переедаешь, значит что? Не скучай. Все легко и просто. А вот и нет. А что нет? Сейчас расскажу. Но, как всегда, прежде чем я начну, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать, помочь каналу продвинуться. И я прошу вас сделать это прямо сейчас, лайкнуть, потому что потом многие забывают. Это важно, важно. Так вот, переедание от скуки. Обычно что советуют? То есть, если ты переедаешь от скуки, значит, тебе важно не скучать. Что мы делаем? Мы находим себе какие-то занятия. То есть, ты переедаешь от скуки, займись спортом, почитай книжку, лучше куда-нибудь пойди, немедленно уходи гулять, немедленно уходи гулять. Я сама это говорю. Но я говорю не совсем так, не про скуку. Я говорю, если ты чувствуешь приближающийся срыв, тогда просто уходи из опасной зоны, с кухни, подальше от еды. Но это другая ситуация. Это когда мне скучно, мне как-то вот не очень, я чувствую себя так себе из-за того, что мне скучно, я иду и ем. То есть это даже, наверное, больше не про РПП, а про эмоциональное переедание. Так вот, логично, если тебе скучно и ты ешь, значит не скучай и ты не будешь есть. Проблема в чем? Проблема в том, что вы едите, чтобы не скучать. Потому что скука – состояние неприятное. И когда вы едите, у вас как бы появляется занятие. И вы как бы, вот вам уже как бы и не скучно. Вот вы уже смотрите, что именно можно съесть, думаете о том, как вас учат психологи, что я хочу, а что я не хочу, прислушиваетесь к своим ощущениям, ждете, пока тело вам подскажет, чего именно вы хотите сейчас, прямо в этот момент. В общем, у вас появляется куча занятий, и вам уже не скучно. Вообще, скука, что такое скука? Да? Скука – это не чувство, не эмоция, скука – это состояние. Состояние – это нечто, что состоит из разных чувств. Тогда мы говорим, что это состояние. Скука, например, состоит из грусти, из тоски, из какой-то неудовлетворенности, из какого-то беспокойства или тревоги, когда вам тяжело усидеть на месте, и вам нужно как-то, вот вы берете телефон, включаете телевизор, или начинаете кому-то звонить, или писать, или что-то скроллить на телефоне, потому что вам скучно, и скука – это неприятно. Это, как я уже сказала, грусть, тоска, неудовлетворенность, какая-то фрустрация, какое-то беспокойство, что-то в этом роде. Мы такие чувства не любим. Мы такие чувства, неприятные чувства, чувствовать неприятно, как вы догадываетесь. Мы такие чувства не любим, мы их избегаем, а чтобы избежать их, мы их вытесняем. Чувства, в свою очередь, состоят из эмоций. Эмоции более простые вещи. То есть, например, какой пример привести? Например, обида – это чувство. Обида состоит из грусти и злости. Собери грусть и злость вместе, получится обида. Немножко злюсь, но в общем грущу. Вот. Если разложить еще и чувства, то есть состояние мы раскладываем на чувства, а чувства на эмоции. Эмоции уже поменьше, там набор попроще. Но тем не менее они есть. Там все важно, чего сколько как бы в этом сочетании. Так вот, эмоции. Эмоции – это там страх, грусть, радость, гнев, он же злость. Там интерес еще выделяют иногда в качестве эмоций. Хотя, на мой взгляд, это скорее чувство, не суть. Так вот, эмоции рождаются в лимбической системе. У нас есть такой специальный отдел мозга, который называется лимбическая система. Лимбическая система отвечает за то, что она
продуцирует эти эмоции. Потом мозг, кора распознает эти эмоции. И что? Спрашивается, зачем нам эмоции? Очевидно, раз они появились в эволюции, они появились не у человека. Они появились очень давно. Они есть у всех зверюшек, у которых есть лимбическая система. А это что-то начиная там от ящерок каких-то там, лягушечек. Ну, и от ящерок, ладно. Так вот, зачем нам эмоции? Зачем животным эмоции? Эмоции нужны потому, что эмоции – это сигналы. Эмоция – это сигнал, который лимбическая система посылает в кору головного мозга, чтобы мы понимали, что что-то происходит. Например, когда вы чувствуете грусть, ваш мозг понимает, что в прошлом произошло что-то, скорее всего в прошлом, что вам нужно проработать для того, чтобы на этом научиться и больше этого не допустить в идеале. Радость говорит вам о том, что происходит что-то хорошее. Она говорит: о, классно, давай еще раз так сделаем. Это здорово. А страх говорит о том, что существует какая-то опасность. И это очень важно. Потому что если бы мы не чувствовали страха, нас бы давным-давно съели саблезубые тигры, и нас бы не было. А страх очень важен, и гнев очень важен, потому что гнев говорит нам, что пора защищаться, что наши интересы нарушаются, что на нас нападают. У нас появляется гнев, и он позволяет нам защититься. То есть эмоции – это сигналы. И тут возникает вопрос. То есть еще раз, они очень нужны, супер нужны, поэтому психологи все время учат эмоции не подавлять, а быть с ними и позволять им быть, потому что они вообще для чего-то, понимаете, для чего-то. Это не подавлять эмоции, это все равно, что ходить все время с закрытыми глазами, потому что у вас есть глаза, а вы их не используете. Ну, допустим. Но если эмоции нужны для чего-то, и эмоции складываются в чувства, то и чувства нужны для чего-то. Правильно? Чувства управляют нашим поведением. Но если чувства складываются в состояние, значит и состояния нам нужны для чего-то. И тут возникает вопрос, а для чего нам нужна скука? То есть это нужно, имеет эволюционное значение, важное приспособление, позволяет выживать. Это нужно, управляет нашим поведением, позволяет не просто выживать, а выживать эффективно и как-то развиваться. А это зачем? А состояние скуки нам зачем? Особенно учитывая, что оно такое неприятное. И нам все время хочется от него избавиться, и нам все время хочется чем-то заняться, чтобы это состояние не чувствовать. Так вот, у меня к вам вопрос. Зачем нам нужна скука? Засекаю 3 секунды, чтобы вы подумали. 1. Зачем нам нужна скука? 2. Зачем нам нужна скука? 3. Зачем нам нужна скука? Ваш ответ? Сверяйтесь с моим ответом через 5 минут. Так вот. Что хотела сказать? Как появляется скука? Скука появляется потому, что наш мозг не занят. То есть мозг не занят ничем, он ничего в это время не делает, ничем не руководит, не смотрит там видосики на YouTube, он не занят, и поэтому он начинает скучать. И логично что сделать? Дать ему занятие, правильно? То есть начать смотреть этих же котиков на YouTube, потому что это занятие, это хорошо, мозгу приятно. Когда мозг ничем не занят, ему плохо. И тут опять возникает вопрос, а почему ему плохо? То есть, ну хорошо, он ничем не занят. Почему это плохо? Вот когда мои ноги ничем не заняты, они не страдают от этого. Им нормально. Когда мои глаза ничем не заняты, когда я, например, лежу с закрытыми глазами, им тоже неплохо. Они мне никаких сигналов неприятных не посылают, что мы тут как бы без дела. А почему мозг посылает? Потому что вы эти сигналы просто неправильно распознаете. И вот сейчас ответ, зачем нужна скука. Скука – это что-то, что мы все время вытесняем. А люди вообще такие существа, что очень любят все вытеснять. Особенно РППшники. РППшники – мастера вытеснения.
Вытеснение и избегание. Вытеснение как способ избегания. Все неприятное, все болезненное, а у людей с РПП этого много неприятного и болезненного. Это все вытесняется, избегается и замещается чем-то. Например, едой. Так вот, на самом деле, когда вам скучно, нужно не давать мозгу чем заняться. Потому что когда мозг не занят, он подает вам сигнал, что у меня здесь есть много всего, что ты, подруга, вытесняла очень долго. Оно у меня здесь лежит, оно у меня здесь есть. И когда ваш мозг не занят, когда он свободен, все это вытесненное начинает скрестись. И когда вы начинаете есть или находите какое-то другое занятие для себя, немедленно там, посмотреть кино, пойти погулять, кому-то позвонить, все что угодно, это вытесненное вытесняется снова. То есть оно как бы начало как будто выползать из этого укромного сундучка, а вы его сверху раз социальными сетями, и оно туда хоп, и опять упаковалось. Но оно не исчезает, оно туда упаковывается. И в следующий раз, когда вам опять будет скучно, потому что ваш мозг будет не занят, оно снова попытается выбраться, и вам нужно будет его срочно вытеснить. Вот как это работает. Вот почему во время скуки вы идете есть, потому что начинается вот это шевеление всего, что вы вытеснили, тяжелых каких-то размышлений, каких-то болезненных переживаний, какого-то беспокойства о будущем. Оно начинает вылезать из вашего бессознательного и проситься, чтобы вы с этим, чтобы вы это как-то обработали, чтобы вы это как-то продумали, чтобы вы это как-то интегрировали и что-то с этим сделали. И почему скука такое неприятное чувство? Потому что мы вообще не имеем привычки вытеснять что-то приятное. Все, что мы вытесняем, как правило, неприятное. И когда оно просится назад, эти чувства начинают подниматься вместе с этим. И мы начинаем чувствовать какую-то тоску, какой-то дискомфорт, какое-то вот это желание немедленно от этого избавиться, немедленно упаковать это снова. Поэтому важно что понимать, что едите вы или активно чем-то занимаетесь, суть та же. Но вы только не поправляетесь, а суть та же. В следующий же раз, когда ваш мозг опять не будет занят, но по каким-то причинам вы не сможете заняться тем, что вы придумали себе вместо еды, вы снова пойдете есть. Потому что надо вытеснять. Надо. Это процесс такой. Оно лезет, вы его назад. Оно лезет, вы его назад. Оно опять, вы его назад. Что делать? Что же делать? А делать надо следующее. Надо делать все наоборот. Когда вам скучно, и вы понимаете, что хотите есть, нужно не за телефон браться, не идти гулять, не заниматься чем-то немедленно. Нужно садиться на стул и ложиться на диван, смотреть в стену и дать возможность этим вытесненным переживаниям подняться. И эти мысли появятся, и эти картинки начнут всплывать. И это то самое, что вы вытесняете. И это не будет приятное что-то. Это не принесет вам удовольствия, потому что эти мысли будут темные и тягостные. И эти картинки будут, скорее всего, тяжелые. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. То есть, когда вам скучно, и вам очень хочется от этой скуки избавиться, это мозг подает вам сигнал, что у него есть что-то, что вы так и не проработали, что у него есть что-то, что вы так и не интегрировали, что у него есть что-то, чем вам нужно заняться.
Поэтому нужно сесть, лечь, не спать. Сон – это замечательный способ вытеснения. Замечательный. Уснул – ничего нет. Так люди с депрессией поступают. И мне так плохо в этом мире, что я буду все время спать. Я не буду здесь присутствовать. То есть не спать, сидеть, смотреть в стенку и ждать, пока вот это все дойдет до вашего сознания, чтобы вы могли с этим что-то сделать. Казалось бы, классная же идея вытеснять. Давайте вытеснять вечно. В чем проблема? Проблема в том, что в конце концов, идя вот по этой дорожке, когда мы вытесняем, 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 вы превратитесь в такого невротика, которому все время нужно что-то делать. Все время нужно что-то делать. Хорошо, я тогда не ем, тогда я вот танцую, пишу, звоню, снимаю видео, я куда-то все время бегу, я чем-то все время занимаюсь. Это тоже невроз. Только ваш как бы главный страх уже не еда, а скука. И вы тоже не можете сесть спокойно и расслабиться. Вы будете чувствовать тоже напряжение внутри, которое нужно чем-то снимать. И вы будете занимать и занимать и занимать себя все время, но только не едой, а чем-то другим. Это тоже как бы квази-жизнь. Она какая-то такая тоже неполноценная, когда вам невыносимо быть с собой. Скука – это время, чтобы побыть с собой, со своими мыслями и со своими чувствами. Не лишайте себя этой возможности. Она вам нужна. Она вам нужна, чтобы разобраться со своими травмами. А еда – это вытеснение. Вот и все. Вот. То есть, что делать во время... Что делать, чтобы не переедать, когда я скучаю? Садиться и думать. И не переедать, потому что это вытеснение. Не вытеснять, короче говоря. Это, собственно, все, что я хотела вам сказать про переедание от скуки. Опять, как всегда, никаких простых рецептов. И пусть никто больше не пишет мне в комментариях, что я не даю рекомендаций, как выздоравливать от РПП, а только рассказываю о том, какая это бяка и какие плохие родители у всех. Даю рекомендации. Вот доказательства. Как всегда, я вас прошу подписываться на мои социальные сети, ссылки на них в описании к этому видео, на мой телеграм-канал. И если я вам нужна вдруг, вы можете через мессенджеры социальных сетей меня найти и написать мне, я всегда отвечаю. Я вообще в этом смысле очень, как это сказать, общительная. На этом, собственно, все. Пока!